Привет, друзья! Сегодня будет уникальный в своем роде ролик. Значит, вы такого еще не видели 100% нигде. Сегодня будет тир упражнений на плечи. Сейчас я расскажу, что это такое. Всех упражнений. Кстати, обратите внимание, вот там вот вы видели все ролики миллионники, всяких там Бадурговых и так далее, то есть турникменов, а здесь сам Арнольд бегал по пляжу. Скажите, классная локация. Значит, что такое тир? Рассказываю. Тир – это когда мы берем все основные упражнения, которые мы знаем. Если вы знаете больше упражнений, напишите это в комментариях. Я могу там оставить свои комментарии, куда их можно внести. Так вот, тир – это когда у нас есть 3 уровня. Вот вы видите сейчас здесь на экране. Значит, топ. Самый верхний тир – это просто самый крутой, самый топ-тир, который только можно себе придумать. Второе. Огонь. То есть это упражнение, которое действительно классное, хорошее, но до самого топа чуть-чуть не дотягивает. Дальше среднее. И так понятно. Почти говно. Почему почти говно? Потому что если упражнение хорошее, его стоит делать, то максимум оно будет средним. Если оно почти говно, лучше его убрать. Ну и, естественно, те упражнения, которые вообще не стоят никаких наших с вами комментариев. Если этот ролик зайдет, то я думаю, сниму еще больше таких роликов. Ну и также, друзья, я напоминаю, что если вы занимаетесь бодибилдингом, то вы можете в моем телеграм-канале, ссылка на который в описании, получить, к примеру, схему питания, разработанную мной, совершенно бесплатно. Ссылочка в описании. Смотрите. Здесь у нас упражнения в произвольном порядке, поэтому мы их изначально будем распределять. Первое упражнение – жим гантелей сидя. Упражнение очень хорошее, упражнение действительно прогружает хорошо ваши плечи, но есть определенные нюансы по этому упражнению. Значит, первое. Если вы будете сильно заводить руки назад, то вы немножечко травмируете свои плечи. Второе. Если вы дойдете до большого рабочего веса, а это приблизительно килограммчиков где-то так 40, то вы, скорее всего, травмируете свои плечи рано или поздно. Но само упражнение очень крутое, естественно. Я когда-то даже в свое время говорил, что оно одно из самых лучших, но сейчас уже с опытом, понимая, какие могут быть от него минусы, я его поставлю вторым. То есть огонь это у нас будет. Значит, если, опять же, у вас есть альтернативное мнение по каким-либо из этих упражнений, пишите это в комментариях. Упражнение подъем гантелей перед собой. Вы должны понимать, друзья, что объем наших плеч в основном создает центральная дельта. То есть передняя дельта, но вы ее не увидите практически, то есть для красоты как таковой, да, вида вашего, ширины, она практически ничего не даст. И также вы должны учитывать, что во всех абсолютно жимах на трицепс, жимах на грудь, там, армейским жимом гантелей, у вас и так работает передняя дельта. И если вы натуральный атлет, вы не можете делать огромное количество упражнений. Следовательно, данное упражнение сложно сказать, что оно хорошее. Эффективно ли оно для передней дельты? Да. Если хорошо проворачивать руки, даже включает немножко центральную дельту. То есть это такое более нишевое упражнение, которое, еще раз повторюсь, грузит те мышцы, которые у вас так очень часто работают. Поэтому его можно сделать средним, или же, если у вас, к примеру, сильно отстает передняя дельта, возможно, огонь хорош. Далее, жим. Это упражнение очень редко кто делает. Я в своем инстаграме когда-то выставлял ролик, показывал, как я его делал. Вот оно на переднюю дельту божественное. Оно гораздо лучше. Жим штанги, да, с одной стороны. То есть такой Т-гриф, но при этом который вы выжимаете перед собой. Единственное, мы делали не так, держась за гриф, а мы брали ручку для тяги. Параллельную, узенькую. Вот оно поистине круто грузит вашу переднюю дельту, и если вы ее хотите накачать, то это упражнение одно из лучших для вас. Но я еще раз повторюсь, что передняя дельта работает в огромном количестве движений. Поэтому тут, скажем так, если вам нужна передняя дельта, то его лучше поставить в огонь, в хорошее. Если же, к примеру, у вас задача это объем общий, чтобы ваши плечи были большие, массивные, чтобы вы выглядели внушительно, тогда это упражнение среднее. Изначально в этом тире было 6 пунктов, но я посчитал, что нужна золотая середина. Значит, если было 6 пунктов, вот оно было между огонь,
и средним. Также вы должны учитывать, что упражнения, которые средние, это все равно рабочие, хорошие упражнения. Именно поэтому у нас есть почти говно. То есть это, скажем так, среднее, но при этом которое еще можно делать. Да? Далее, махи гантелей на заднюю дельту. Так, давайте с вами посмотрим. И смотрите, давайте сделаем с вами так. Здесь нет упражнения, просто обычные махи в наклоне на заднюю дельту. Здесь махи именно с упором в скамейку. Мы его обобщим. То есть махи и можно с упором в скамейку делать, да, и просто с наклоном. Значит, это одно из лучших упражнений на заднюю дельту. Почему? Потому что вы можете хорошо наладить нейромышечную связь с задней дельтой, которая у всех отстает. Вы можете очень хорошо ее прожать. Вы можете понять, как исключить спину из этого движения, потому что, к примеру, обычное отведение, вот следующее, оно сильно включает спину. Здесь же вы можете за счет того, что вы локоть поворачиваете, менять нагрузку. И также за счет того, что вы наклоняться можете немножко под разными углами, если вы грамотно тренируетесь, вы можете точечно ударить заднюю дельту. Единственное, скажу так, здесь на фото у него передняя часть гантели выше задней. Это неверная абсолютно техника. Правильная техника – это когда вы немножко провернули свои запястья и вы мизинцем машете, поднимаете вверх. В таком случае задняя дельта будет охренительно у вас включаться. То есть, поняли, да? Упражнение немножко нужно видоизменить, потому что, опять же, это не моя раскладка. Но я его ставлю в огонь, потому что это одно из лучших упражнений на заднюю дельту. Более того, далеко не все станки, рассчитанные с акцентом на заднюю дельту, попадают в нее. Это надо учитывать. И вот мы переходим, друзья, от ведения назад на заднюю дельту в тренажере бабочка, да, баттерфляй, или у нас мачин реверс флай. Значит, смотрите, в моем зале в Украине это было божественное упражнение. Оно настолько точечно било в заднюю дельту, что можно было с любым абсолютно весом вот так вот ее как шар надуть. То есть зависит от тренажера. Здесь я хожу в Gold's Gym, казалось бы, один из лучших тренажерных залов, но при всем при этом я его вообще не делаю, этот тренажер, потому что просто банально сильно зависит от постановки рук. Если вы четко не можете упереться вот этой вот частью, чтобы не помогать себе никак кистями, то, скорее всего, вы будете включать руки в этом движении. Поэтому упражнение хорошее. Если в вашем тренажерном зале оно точечно бьет в заднюю дельту, и вы можете это так настроить, то тогда его ставим, безусловно, в огонь. Если же, как в моем сейчас, да, в Gold's Gym, вы чувствуете, что вот вроде делаете, но оно распределяет сильно нагрузку, притом, кстати, опять же, я уже говорил, в этом тренажере сильно включаются также трапециевидные мышцы, низ ее, да, ромбовидные, так сказать, то оно не очень. Поэтому я ставлю его среднее, поскольку чисто в моем зале оно точечно в заднюю дельту не бьет. Во многих ли залах оно бьет туда, куда надо? Нет. Именно поэтому оно среднее. Дальше. Тяга штанги к подбородку. Сразу проговорю, друзья, что к подбородку никуда дотягивать не надо. Это желательно тянуть ее до груди. Также здесь у нас узкий хват, мы давайте будем сразу с вами брать максимально правильные вариации упражнений. То есть, если мы берем где-то на ширине плеч. Упражнение хорошее с точки зрения работы мышц, но я за него уже говорил. Первое. Можно травмировать плечо, получить эпиджемент плеча, воспаление. Почему? Потому что вы сильно должны проворачивать свои плечевые кости. Поскольку в данном движении самое важное, что вы тянули локтями. Как только ваши предплечья начинают подниматься, вы делаете неправильно. Как хорошо понять, правильно или неправильно? Стали перед зеркалом и смотрите. Если у вас позиция такая, что предплечья свисают вверху, правильно делаем. Если хоть немножечко есть движение вверх, упражнение неверное. Также, если вы отклоняетесь назад и вытягиваете не просто вверх, то есть надо тянуть вверх и чуть-чуть вперед. А если вы начинаете тянуть и вытягиваете назад, вы включаете трапецию, то упражнение тоже неверное. Значит, смотрите, с точки зрения работы мышц оно хорошее. Но травматизм, который мы от него можем получить, он гораздо выше того позитива, который мы получаем. Поэтому, если вы новичок, ну как новичок, я имею в виду у вас средний там уровень, то есть вы полгода уже позанимались, вы хорошо в этом упражнении чувствуете центральную дельту,
В таком случае оно для вас среднее. Если же вы более продвинутый уже атлет, вы берете большие рабочие веса с большими рабочими весами, к сожалению, вы будете выламывать себе плечо. У меня есть в инстаграме ролик, где я рабочий вес, у меня там 80 килограмм, на 10 раз я тяну это упражнение. И каждый раз у меня побаливает плечо. Поэтому я его ставлю почти в говно. Но мы помним, да, почти говно — это еще то, что иногда можно делать. Далее. То же самое упражнение, но уже в кроссовере. Чем оно отличается? Нагрузка у вас не меняется. Раз. Второе. Рывок сделать сложнее. Это плюс. Но какой заключается минус? Я уже сказал, что во время этой тяги вы должны локти поднимать не просто вверх и в стороны, а даже немножко вперед. А тут у вас вектор силы тянет вас спереди. То есть вы будете вытягивать немножко назад. В таком случае именно вариация вот эта, которая показана, она не очень хороша. Если вы возьмете веревку и будете тянуть на более согнутые руки, на прямые, тогда оно может быть неплохое. Я отдельно его не выделял, потому что оно очень схожее. В таком случае, опять же, тут вопрос такой. Вы должны иметь сильные довольно плечи, дельтоиды, и при этом будете поднимать там типа 2-3 плитки. То есть нагрузку распределить очень сложно. Поэтому я это упражнение ставлю в говно. Уж извините. Попробовать его сделать можно, но я его никому не советую делать. Дальше. Что тут у нас? Ага, отведение рук на заднюю дельту. С точки зрения эффективности упражнение очень крутое, но безумно сложно подобрать углы. Здесь показано, что вектор нагрузки идет сверху. Это неверно. Он должен быть на уровне плеча и сантиметров на 10 выше. Что такое вектор силы? Это стойки кроссовера, на какой высоте относительно вас будут. В таком случае задняя дельта может хорошо работать, но вы должны уметь зажать спину, да, так сказать, и не включать ее. Что такое зажать спину? Это чтобы ваши лопатки не двигались. Это сделать без упора очень сложно. Вот, к примеру, в станке, да, обратная бабочка, это сделать можно, потому что у вас есть упор. Вы можете растянуть немножечко свою спину и делать в коротком движении, при этом немножечко подая плечи вперед. Но если вы здесь будете делать вот такую вариацию, скорее всего, вы не почувствуете ни хрена. То есть начальный уровень и средний уровень, к сожалению, не подходят для этого упражнения. Если же вы продвинутый атлет, вам, скорее всего, этот тир и не нужен. Поэтому, друзья, я его ставлю почти в говно. Упражнение неплохое, попробовать можно, но 100% вам даю гарантию, вы не накачаетесь этим упражнением. Дальше, пуш-пресс. Ну, скажем так, здесь на этой фотографии у нас показано, что он приседает и жмет. Скорее всего, имелось в виду какие-то комбинированные упражнения вместе с плечами. Я вам так скажу, плечи в их тренировке очень важно, их напампить хорошо. Если вы будете этот памп еще терять за счет того, что будет уходить в ноги, в этом нету смысла. Именно поэтому full body вот такие комбинированные я не люблю. Мы ставим это в говно, и это, наверное, одно из немногих упражнений, которые, если вы хотите накачать плечи, можете вообще не делать. Далее, pike push-ups. Значит, у нас иногда они называются армейские отжимания. Если ноги поставить ближе, чем на этой картинке, то, в принципе, действительно нагрузка идет хорошая на плечи. С точки зрения, делая работы этого упражнения в тренажерном зале, в нем смысла нету, потому что тот перечень упражнений, которые есть, они гораздо лучше. Их достаточно. Понимаете? Поэтому, если это упражнение и делать, то дома, в домашних условиях, если, к примеру, у вас есть какие-нибудь гантели, оно неплохое. Если у вас нет вообще гантелей, оно божественное. В таком случае оно будет для вас топом. Поэтому мы его ставим в упражнение огонь. Я его не делаю, но если вы практикуете домашние тренировки, кстати, на моем онлайн-ведении у меня также есть люди, которые тренируются в домашних условиях и получают очень хорошие результаты даже без инвентаря. Ссылочка на телегу в описании, друзья. Поэтому упражнение хорошее, я его ставлю в огонь, но не для тренажерного зала. Далее, жим гантелей стоя. Фактически схожее с упражнением жим гантелей сидя, но, казалось бы, должно быть в том же тире, но вообще ни разу. Знаете почему? Потому что
вы постоянно будете делать огромный прогиб, смещать нагрузку на грудные мышцы, плечи будут нагрузку из этого терять, и при этом вы будете чудовищно перегружать свою поясницу. Поэтому я это упражнение ставлю в упражнение говно. Кому его можно делать? Тем, кто новичок и делает небольшие веса. Небольшие веса — это до десяток килограмм. То есть также можно его дать девушкам и так далее. Тогда оно будет хорошее. Сейчас же говно. Дальше. Жим штанги стоя. Здесь у нас есть только исходная позиция. Это упражнение может быть божественным и может быть говном. Божественное оно в том случае, если вы его делаете правильно. У меня на канале есть техника выполнения этого упражнения, техника кочки, армейский жим штанги стоя. Если же вы правильно выводите локти, опускаете их ниже плеча, во время жима проворачиваете их и также выводите штангу над макушкой, прожимая. В таком случае у вас очень круто будут работать плечи. Тогда оно топ, оно божественное. Это первое у нас с вами упражнение, которое переходит в топ. Но если вы жмете перед собой широким хватом, опускаете локти до уровня плеч, то это упражнение не просто говно, а оно бы было бы говно-говнище. То есть мы бы его поставили в самый конец. Поэтому, друзья, учитывайте это очень важно. К сожалению, большинство людей в зале его делают именно неправильно. Дальше. Режим Арнольда. Ой, как вот это меня любят спрашивать. Но это же Арнольд придумал. Вся та же самая проблема, как и у нас, к примеру, с тренировкой передней дельты. В жиме Арнольда сильно перегружается передняя дельта, потому что вы выводите гантели вперед, потом разводите их и жмете. То есть это такая полуторное, так сказать, непонятное упражнение. Когда вы выводите гантели вперед, первое, огромная нагрузка идет на позвоночник, на поясницу, которая вам не нужна в тренажерном зале. Второе, нагрузка смещается на переднюю дельту, которая во всех жимах перегружена. То есть, если вы делали предыдущие упражнения, у вас уже передняя дельта поработала, а она будет забирать на себя нагрузку 70%. Это плохо. Поэтому только стандартные. Следовательно, это говно. Притом именно это упражнение, опять же, никому не советую. Дальше. Жим в хаммере. Это может быть хаммер блочный, как здесь. Это может быть хаммер обычный с блинами. Мне с блинами нравится больше, но, в принципе, блочный тоже неплохой. Здесь все зависит от хвата и траектории, то есть угла. Если вы жмете так, что вы хорошо включаете центральную дельту, такие тренажеры есть. Тогда оно крутое. Не топ, 100%, не огонь, оно тогда среднее. Но, к сожалению, 75% таких тренажеров, опять же, грузят тоже несчастную переднюю дельту. Боже, отпустите вы ее, она не хочет столько нагрузки, она от этого не будет расти. Поэтому я его ставлю в почти говно, ну, даже вот так поставлю. Перед жимом, то есть, кстати, давайте здесь мы с вами, распределим. То есть, здесь у нас в почти говно идет в начале жим, потом идет отведение, потом идет тяга. Здесь у нас жим Арнольда, ну, наверное, он лучше, чем приседание с жимом. Здесь у нас, поскольку женщины могут его делать, оно на первом месте. Тут распределяем. В принципе, у нас все правильно. Здесь, ну, я бы, наверное, вот этот жим поставил первый. Далее. Жим штанги за головой. Чудовищно травмоопасное упражнение, чудовищное. С одной стороны, если его делать очень плавно, медленно, почти никогда не увеличивать веса, только делать это очень медленно, в таком случае вы укрепите очень сильно свои плечевые суставы. Но в основном, тренируясь в натураху, вы их можете только травмировать, особенно если будете опускать вот так вот низко штангу, как у нас показано на картинке. Поэтому упражнение неплохое. Если мы его будем, к примеру, делать в Смите, оно имеет место быть. Оно имеет право на жизнь, и в таком случае, опуская, к примеру, до середины уха, выбрав себе определенный угол, понимаете, в чем проблема именно со свободным весом? Вы не можете подобрать себе безопасный угол. То есть, когда вы жмете в Смите, вы можете по выносу, относительно штанги выбрать, то есть вы будете жать не ровно, у вас предплечье не перпендикулярно будет, а немножко куда-нибудь в сторону, назад, чуть вперед, чуть наклонить голову и так далее. Меньше будет стабилизации. Да, за счет того, что меньше стабилизации, вы меньше включите дельтоидов, но
вы это упражнение будете делать более безопасно и сможете в нем прогрессировать. Поэтому давайте так, пусть оно будет у нас жимом штанги в смите, и мы его поставим средним. Оно у нас будет последнее, потому что его можно делать, его бы можно было бы закинуть вот в почти говно на первое место, но нет, оно у нас будет вот в среднее. Дальше. Махи гантелей в стоя. Друзья, это самое анатомическое движение, которое вы только можете сделать своими плечами. Самое анатомическое. Поэтому это, безусловно, топ of the top, притом оно даже лучше армейского жима, потому что чисто армейским жимом вы не сможете прокачать плечо, махами сможете, но вы должны учитывать, для максимальной эффективности вот эти упражнения 2 практически всегда должны быть на вашей тренировке, если вы можете их делать и у вас нет ограничений. Дальше, Machine Lateral Raise, очень крутое упражнение, но оно имеет огромный минус. Минус заключается в том, что это упражнение нигде не стоит. Этого тренажера нету нигде. Вот это его основная проблема. Если оно у вас есть, то круто. В чем основной плюс этого упражнения? Во время махов вы можете, поднимая гантели выше локтя, включать руки. Здесь же вы сели и вы давите только плечевой костью. Это идеально анатомическое упражнение. Идеально. Поэтому, опять же, если вы давите вот так руками, это неверно, конечно же. Если оно у вас есть в вашем тренажерном зале. Кстати, я еще заметил, что именно блочный тренажер очень хорош, потому что в нем нет никакой инерции. Здесь в Голде он есть. Крутое упражнение. Если же у вас блины, тогда, как силовое, оно вам вряд ли подойдет первым, потому что инерция будет большая. Здесь вам нужно его сильно сорвать, здесь вам нужно поймать, вы травмируете, опять же, себе плечо. Но, как добивочное, оно очень крутое. Его в любом случае ставим в огонь, и, скорее всего, оно у нас будет вот перед армейским жимом. То есть оно явно хуже жима гантелей сидя, потому что все-таки это база. Это база, друзья. Также махи в наклоне, ну, на заднюю дельту одно из лучших, да, что мы можем себе только сделать. Но, опять же, я напоминаю, что вот это, то есть упражнение в тренажере, оно очень хорошее, если в вашем тренажерном зале оно попадает в ваши дельтоиды. Ну и также осталось у нас последнее, мах на центральную дельту в кроссовере. Чем плохо это упражнение? Тем, что я регулярно вижу вот эту вот ерунду, вот это все чушь. Оно чудовищно сложное с точки зрения выполнения этого упражнения. Плюс так уже у нас получается, что одна даже плитка в кроссовере настолько для многих тяжела, что они не могут сделать мах. То есть вот эти ребята, которые делают махи там с 12 килограммами, с читингом по стратегии Юры Спасокотского, к сожалению, не могут одну плитку поднять. Знаете почему? Потому что поднимать правильно с читингом и поднимать как попало — это разные вещи. Скажу так, если вы в этом упражнении не можете поднять хотя бы плиточки так 4, то, скорее всего, махи с гантелями по 15-20 килограмм вы никогда в жизни не сделаете нормально. Это вот учитывайте, опять же, будет у вас такой хороший маркер. Поэтому для начального уровня минус 100%, для среднего уровня maybe, но в том только случае, если вы тренируетесь или с тренером, или у вас уже большой тренировочный стаж. Ну, если вы про, естественно, опять же, оно для вас хорошо. Значит, куда его поставим? Я бы его поставил в среднее, но оно явно лучше, чем жим за головой. Вот так вот. Вот, друзья, наш тир. Упражнений гораздо больше. Можно придумать там с блинами еще что-то, да, и так далее. Если у вас есть свои какие-то рабочие, хорошие упражнения, напишите их в комментариях. Ну и также, если вы с этим тиром не согласны, не просто с тиром не согласны, а именно с моими доводами, и у вас есть что высказать по этому поводу, пишите это в комментариях. Друзья, максимально, по-моему, постарался снять для вас нереально бомбовый ролик. Прошу этот ролик поддержать, поставьте лайк. Опять же, комментарии напишите и разошлите своим братюням. Напоминаю, что у меня есть онлайн-ведение, в формате которого вы можете достичь любых целей. От похудения, набора мышечной массы до банального хорошего самочувствия. Порой иногда приходят люди и говорят, что мне кардинально ничего накачать не надо, я себя хорошо должен чувствовать. Ты ему корректируешь по БАДам, корректируешь по питанию, смотришь его анализы.
говорит, что делать, буквально проходит 2-3 недели, и человек в 30-40 лет чувствует себя, как чувствовал в 20. Но это же кайфово, ребятки. Поэтому ссылочка на телегу в описании. Там же можно нажать на графу онлайн-ведения в закрепленном комментарии, пройдя в бота, и ознакомиться с тем, что в него входит и какие его основные плюсы. Пока, друзья!